Всем привет! Предлагаю сегодня связать со мной вот такой цветочек трехслойный георгин. Сейчас я вставлю фотографии, где я использовала такой цветочек. Вязать буду из пряжи Alizé Diva Silk Effect. Это 100% микрофибра акрил. В 100 граммах 350 метров. Колор 110. Крючком буду вязать 2 миллиметра. Вязание цветочка состоит из 10 рядов. Также для украшения понадобится какая-нибудь бусинка, маркер и ножнички. Приступим. Первый ряд. Делаем первую закрепительную петлю. В нее провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо, провязываем в первую воздушную петлю соединительный столбик. Второй ряд. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам первый столбик с одним накидом. И вовнутрь вот этого колечка провязываем еще 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 и так далее. Всего вместе с петлями подъема у нас получится 12 столбиков с одним накидом. Провязали вместе с петлями подъема 12 столбиков с одним накидом. Делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд. Провязываем одну воздушную петлю и сюда же один столбик без накида в эту же петлю. Столбик без накида. В следующую петлю делаем накид и провязываем в одну петлю 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, все в одну петлю. 3, и так 10 столбиков. Провязали 10 столбиков с одним накидом в одну петлю, и дальше до конца ряда нам нужно так будет повторять. Опять в следующую петлю делаем столбик без накида 1, и в следующую петлю провязываем опять 10 столбиков с одним накидом в одну петлю. И так до конца ряда. В одну петлю столбик без накида, в следующую 10 столбиков с одним накидом. Опять столбик без накида, 10 столбиков с одним накидом. И так у нас должно получиться 6 вот таких лепесточков. Вот провязали последний 6-й лепесток, 10 столбиков с одним накидом. И сейчас мы не делаем соединительный никакой столбик. Поворачиваем вот так на изнаночную сторону. Находим петлю, в которую мы провязывали 10 столбиков с одним накидом в одну петлю. Вот если трудно с этой стороны, вот так вот с этой стороны воткнуть вот сюда петельку, крючок, и обхватить вот так вот этот столбик, вот так, и в него провязать нужно 2 столбика без накида. Прям в эту вот петлю, где мы провязывали 10 столбиков. Чтобы потом не запутаться, сейчас маркер поставим. Вот можно в первую петлю, которую столбик без накида провязывали, можно маркер поставить, потому что потом, когда в круг провяжется, там сложно найти ее. Так, провязали 2 столбика без накида. Теперь находим следующую петлю с обратной стороны, в которую мы провязывали столбик без накида. Тоже можно вот так вот с этой стороны взять, обхватить его, и сюда провязываем 1 столбик без накида. Затем далее опять находим петлю, где мы провязывали 10 столбиков в одну петлю, обхватываем, провязываем 2 столбика без накида в эту петлю. А в столбик без накида провязываем 1 столбик без накида. И так до конца ряда.
провязываем в ту петлю, где было 10 столбиков с одним накидом, мы провязываем 2 столбика без накида. И в ту петлю, где провязывали столбик без накида, провязываем 1 столбик без накида. И так до конца ряда. 2, 1, 2, 1. У нас в круг получится 18 столбиков без накида. Так, довязали до конца 4-й ряд. Вот что у нас получилось с обратной стороны. Пересчитайте, должно получиться 18 столбиков без накида. И вяжем 5-й ряд. Будем вязать по вот этим же петелькам. Без соединительных петель вяжем просто по спирали. Начинаем вязать вот с этого, который столбик мы отметили, первый столбик. Маркер убираем. Провязываем в него столбик без накида. Можно опять поставить маркер, чтобы не потерять ряд. В следующую петлю провязываем столбик без накида 1. В следующую провязываем прибавку 2 столбика без накида 1, 2 в одну петлю. Далее в следующую петлю опять 1 столбик, в следующую 1 столбик и в третью петлю опять прибавка 2 столбика без накида. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика ровно по одному столбику в каждую петлю, и в третью петлю прибавка 2 столбика без накида. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Довязали до конца ряда, вяжем 6-й ряд. Следующий ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом, поэтому нам нужно сделать в первую петлю этого предыдущего ряда соединительный столбик. Убираем маркер, провязываем соединительную петлю и вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли, которые заменяют нам столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем тоже столбик с одним накидом. В третью петлю провязываем прибавку 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Далее также в следующую петлю, в первую 1 столбик с одним накидом, во вторую петлю 1 столбик, в третью прибавка 2 столбика с одним накидом. И так вяжем весь ряд до конца ряда. 2 столбика ровно, в третью прибавка. Все столбики с одним накидом вяжем. В конце ряда у нас получится 32 столбика. Довязали ряд до конца. Делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Вяжем 7-й ряд. Этот ряд у нас опять будет ряд с лепестками. Провязываем 1 воздушную петлю. Следующую петлю пропускаем 1 петлю. И во вторую петлю провязываем опять 10 столбиков с одним накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь нам нужно пропустить 1 петлю. Только смотрите внимательно. Бывает, что когда вот так вот провязываешь 10 столбиков в одну петлю, то можно там одну упустить петельку. Следующую петлю мы пропускаем. И в следующую провязываем столбик без накида. Вот 1 лепесток провязали. Затем опять 1 петлю пропускаем. В следующую петлю провязываем опять 10 столбиков с одним накидом. И 10. Опять следующую петлю пропускаем, следующую провязываем столбик без накида. И так до конца ряда. У нас должно будет получиться 8 таких лепестков. Значит, такой раппорт, да? 1 петлю пропускаем, следующую провязываем 10 столбиков с одним накидом, следующую петлю пропускаем и в следующую столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда. Вот что у нас получилось. 8 лепесточков. Теперь нам нужно связать
основу для третьего слоя лепестков. Опять переходим на обратную сторону, находим петлю, где мы провязывали 10 столбиков в одну петлю. В эту петлю провязываем опять 2 столбика без накида. Поставим маркер. Затем находим петлю, куда мы провязывали столбик без накида. Так. Вот она. Сюда провязываем также 2 столбика без накида. 1, 2. Затем опять в петлю, где было 10 столбиков с одним накидом, опять 2 столбика без накида. 1, 2. И столбик без накида. Тоже 2 столбика без накида. И так вяжем до конца ряда. В ту петлю, где было 10 столбиков с одним накидом, сюда провязываем 2 столбика без накида. В столбик без накида предыдущего ряда тоже 2 столбика. Так до конца ряда, по 2 столбика. В конце ряда у нас получится 32 петли. Провязали до конца ряда. Последние 2 столбика у нас будут провязываться в воздушную петлю подъема предыдущего ряда, которую мы в самом начале делали, воздушную петельку. Вот ее надо там найти и в нее провязать 2 последних столбика без накида, и всего будет 32 столбика. Вяжем 9 ряд. Следующий ряд будет с столбиками с одним накидом, поэтому делаем соединительную петлю в ту петлю, где стоял маркер. И далее провязываем такой раппорт. 3 воздушные петли, которые заменяют нам столбик с одним накидом, в следующую петлю 2 столбик и в 3 петлю прибавка. 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 1 столбик, во 2 петлю 1 столбик, в 3 петлю прибавка. А 3 раз провязываем 1 столбик без накида, а во 2 петлю сразу прибавка. И это вот такой вот раппорт. Таких раппортов надо провязать 4. Вот один мы провязали, сейчас еще раз 2 покажу. 1 столбик в следующую петлю, во 2 петлю 1 столбик, в 3 прибавка. 2 раз опять 1 столбик, в следующую 1 столбик, в 3 прибавка. А 3 раз провязываем 1 столбик ровно, а во 2 прибавка. И так провязываем еще 2 раза. 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка, 1 столбик прибавка. Вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда. У нас получилось 44 столбика с одним накидом. В 3 воздушную петлю делаем соединительный столбик и вяжем 10-й заключительный ряд с лепестками. 3 ряд лепестков будет и заключительный ряд. Провязываем 1 воздушную петлю, затем 1 петлю пропускаем, в следующую петлю провязываем лепесток 10 столбиков с одним накидом в 1 петлю. И 10. Затем опять 1 петлю пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. 1 лепесток провязан. Далее опять 1 петлю пропускаем, в следующую петлю провязываем 10 столбиков с одним накидом в 1 петлю. 10. 1 петлю пропускаем и в следующую столбик без накида. Так провязываем до конца ряда. 1 петлю пропускаем, 10 столбиков с одним накидом в 1 петлю, 1 петлю пропускаем, столбик без накида. Всего у нас должно получиться в этом ряду 11 лепестков. Вот я довязала до конца ряда. У меня получилось 11 лепестков.
В первую воздушную петлю делаем соединительный столбик, одну воздушную петлю и ниточку обрезаем. Вот что с обратной стороны получилось. Здесь ниточку с этой стороны спрятать. Для украшения можно пришить какую-нибудь бусинку в центр цветочка. Сейчас я пришью какую-нибудь бусинку и покажу, что у меня получилось. Также вот измерю диаметр. Получился 7 сантиметров цветочек. Все, я спрятала ниточки, пришила бусинку в центр. Вот такая вот красота получилась. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. Всем огромное спасибо, что были со мной. Всем ровных петелек. До новых встреч. Пока.